Это самый дефолтный 2 на 2 дом. Ты не раз его видел, не раз его строил, но итог был всегда один. Зайдя поиграть на следующий день, скорее всего тебя будет ждать именно такая картина. Есть пробитие. И порой даже твой МВК-кубик оказывается бесполезным. Я люблю 2 на 2, но перспектива быть заряженным в первые 2 этажа мне никогда не нравилась. И поразмыслив мозгами, мой тиммейт мне предложил очень смелое решение. А что если хранить основные ресы на 3-м этаже? И действительно, что мешает нам сделать дом так, чтобы основные ресы в нем были этажом выше, чем максимально уязвимые первые 2 этажа дома? Да собственно ничего. Но тут возникает вопрос. Так если дом на ютубе, тогда получается все будут об этом знать? А вот тут-то на помощь и приходит главная задумка этого ролика. Внешне этот дом максимальная дефолтность 2 на 2. Отличий просто нет. Он ничем не отличается от сотен других таких же домов на сервере. Те же дорпики, те же крыши на отстреле, чтобы стрелять было удобно. Да даже выход из дома самый классический. И никто не говорит вам делать как у меня. Можете такой вход, например, пристроить, или такой. Сделать фейковую дверь в бесполезную буферку. Ветряк поставить по-другому. Внешка этого дома полностью зависит от вашей фантазии. И если вы хоть как-то измените дом после его постройки, никто и не подумает, что это дом с ютуба. Я же покажу вам саму суть этого дома. Его главную идею, которая состоит в том, чтобы хранить ресы не там, куда будут бахать, а там, где их удобно использовать. И если вы не хотите придумывать, как изменять дом внешне, то я сделал это за вас. На моем бусте сегодня я выпустил очень качественную переделку этого дома с максимально интересными решениями и секретными лутовыми. А также, если тебе хочется чего-то особенного, то помимо переделки этого дома я выпустил на бусте еще один дом. И всего за 2 бакса ты получаешь кучу полезной информации, а также доступ к 2 новым роликам, которые, само собой, на YouTube не попадут. Ссылка на бусте будет в описании. Присоединяйся. И давайте я вам покажу уже дом изнутри. Все, что мы тут понастроили, я от этого избавился. И теперь у нас классический дом. За первой дверью стоит гантрап. Скажем так, на всякий случай. Здесь я рекомендую использовать именно обычные двери, чтобы вы их закрывали, а то гаражки обычно всегда открыты. И второй этаж — это некая такая проходная, где можно скинуться, переодеться, руду на плавку поставить, а также подняться на этаж выше. И уже на этом этаже и будет протекать основная часть вашего геймплея. На этом этаже просто огромное количество ящиков. За каждой такой гаражкой находится сразу 6 сундуков. И я бы вам рекомендовал половинить ваши ресы. Например, половину оставлять внизу, половину наверху. И в этом случае рейдить ваш домик будет очень затратно. Тем более в каждой лутовой еще по турельке стоит. А аккумулятор для этого дома находится за 3-м верстаком. И этого аккумулятора хватит на абсолютно все турели в этом доме. Далее у нас идет подъем на 4-й этаж. И здесь у нас также очень много ящиков, куда уже можно складывать что-то такое менее ценное. И на этом этаже у нас такая вспомогательная комната, дополнительные шкафчики для переодевания, стол для починки, стол изучения и выход на сам отстрел. Отстрел этот через дорпики, самый классический. Под себя стрелять можно, вдаль стрелять можно, что еще надо-то? А вот выход на саму крышу здесь уже не совсем классический. Он осуществляется через 3 печки, я чуть-чуть попозже объясню почему. И сама крыша тоже без всяких таких приколов, самое что ни на есть классика. 2 турельки стоит, ветряк посередине, разрезы между крыш есть, в которые стрелять удобно. А самое главное, всем удобно пользоваться. Так почему, собственно, заход на крышу-то через печку? Просто я решил реализовать здесь держи двериную ловушку. Мне понравилось, как она тут смотрится. Ну и теперь, когда мы уже весь домик посмотрели, давайте спустимся на 1-й этаж. Также по возможности со старта сразу сохраняйте шестеренки и веревки, потому что гантрапов я бы рекомендовал вставлять в этот дом очень много. Ну и на этаже ниже стоит уже все то, что не поместилось наверху, а именно стол для смешивания, куча печек, чтобы угля было много, а также, куда же без этого, НПЗ, потому что настоящим комбатерам, кто будет строить этот дом, топлива нужно будет много. Ну и обслуживание всего этого домика перед вами. Также вы в любой момент можете закататься в МВК кубик. Передавать ресы через стену можно либо через настенные ящики, но это скорее больше для незнающих, либо через килл. Чтобы у вас точно все получилось, просто делайте как я. Можно как забирать из своей головы ресы, так и обратно их туда складывать. Например, если вас играет как минимум 2, то пользоваться таким временным мешочком через стену очень удобно. И сейчас я покажу, как построить этот дом. Как всегда, вначале я рекомендую накидать сразу будущий план фундаментов дома. Это у нас будет 2 на 2 с дополнительными треугольниками по бокам. Я буду улучшать сразу в конечный вариант. 3 фундамента должны быть МВКшные, остальное все железное. Место под НПЗ деревянное. Устанавливаем шкаф и делаем заготовку под наш кубик. На следующем фундаменте будет 3 печки, верстак и дополнительные спальники. Также обратите внимание, что здесь нельзя ставить дверной проем. Это нужно для МВК кубика. Но и по сути так и будет выглядеть ваш начальный домик. Однако, обратите внимание на то, что вам нужна определенная высота фундаментов дома. И здесь она должна быть выше пояса. Но с этим, я думаю, не возникнет проблем. Просто чуть выше фундамент ставьте. И в самом начале ваша кибитка будет выглядеть именно так. Также лучше сразу заранее проверить, что у вас в этом месте ставится стенка, чтобы вы в случае чего могли закататься. Но если одна
двери на старте вам мало, можете временно поставить сюда такое решение. Потом, когда дверей побольше будет, просто выдолбите этот проем и все. Ну и когда накопите ресов, можно продолжать расширяться. Около деревянного фундамента лучше эти два треугольника улучшить в металл. Я улучшаю сразу в конечный вариант. Вы же можете делать поначалу все из камня. И сейчас мы делаем сразу выход на второй этаж. Это нам и место для жизни добавит, и выход на крышу сделает. А там, где у нас должна стоять НПЗ, пока что временно можно сундуки поставить. Двери ставьте так, чтобы они открывались как бы внутрь дома, чтобы если что их было удобно закрыть. Ну а подниматься домой мы будем через треугольную соломенную крышу. И снаружи у вас все это будет выглядеть как-то так. Потолочек этот тоже в МВКшке потом должен быть. Ну а внутри уже как все расставить, там ничего сложного нету. На деревянный фундамент можете хоть кое-как ставить, там все равно потом его выдалбливать. Стол изучения, дополнительная печка и ящик для мусора. И если мы посмотрим, как все это выглядит глазами игрока, то здесь достаточно всем удобно пользоваться. Однако, даже несмотря на то, что у нас уже есть выход на крышу, у нас все равно по-прежнему всего лишь две двери в доме. И я бы вам очень рекомендовал сделать вначале такую пристройку из двух дверей. Это хоть какую-то буферную зону добавит на старте. Ну и потом я бы рекомендовал сделать уже выход на третий этаж, чтобы потом уже добавить буферки сразу до второго этажа. Здесь подъем аналогичен как с первого на второй, однако здесь прям вот над этим потолком не должно быть потолка. То есть держите у себя в голове тот факт, что потом мы отсюда же будем подниматься на четвертый этаж. И уже когда сделали выход на третий этаж, можно буферить первые два этажа. Я рекомендую соблюдать именно такую последовательность в билдинге, потому что в таком случае она ничем не будет отличаться от сотен других таких же домов. Согласитесь, если вы поставите себе грибок из лутовых на третьем этаже, то это будет выглядеть, мягко говоря, странно. Поэтому делаем все постепенно. Ну а там, где у нас будет вход в дом, там также добавляем две буферки, а посередине проем для соло-двери. Здесь у нас будет подъем. Подъем у нас будет осуществлен через печку, гантрапа пока нет, но когда появится, вы знаете, куда его ставить. Здесь второй дверью я также рекомендую ставить именно соло-дверь. Так будет проще и обороняться, и застраиваться. Ну и когда вход в дом вы сделали, я рекомендую сразу заняться обустройством второго этажа. Свои базы, как вы заметили, я всегда делаю максимально красивыми, но без скинов это просто невозможно. Хорошо, что есть Rust for Real, на котором вышел уникальный режим, в котором нужно сражаться с учеными. Такого вы еще точно не видели. А в случае победы над учеными, ты гарантированно окупишься и получишь сразу два топовых скина. Ну а если ты совсем смелый, то пробуй режим хардкор. Цены там выше, конечно, но и награды в разы лучше. Помимо этого, за каждое открытие ты будешь получать металлолом. Это и есть та самая особая валюта сайта, дающая право на участие в розыгрыше суперпризов. Чем больше скрапа, тем выше шанс на победу. Ну а в честь нового крутого режима ловите честный промо GOOD25 на 25% к депу. Количество активации ограничено, поэтому вам стоит поторопиться, если хотите извлечь максимальную выгоду. Переходи на сайт только по моей ссылке в закрепленном комментарии и удачи! Со скинами разобрались, второй этаж сделали, наверное уже и НПЗшка появилась. Берем какую-нибудь ковырялку, выдалбливаем этот фундамент и устанавливаем НПЗ. Если после того, как вы поставите НПЗ, у вас будет торчать такая штучка, то ничего страшного, она не будет мешать даже, чтобы ящик поставить. Ну и теперь уже, когда у нас внизу все готово, на втором этаже все готово, можно уже приступать к третьему этажу. На бусте, конечно, у меня здесь немножко по-другому все построено. Вообще, у меня достаточно много переделок этого дома на бусте, поэтому если тебе чего-то в этом доме не хватает, то зачекай бусти, возможно, там все это сделано. Здесь мы добавляем железные стенки по окантовке всего третьего этажа. Далее мы должны везде добавить такие полки посередине стены. Здесь важно разметить лутовые так, чтобы их нельзя было две лутовые изнутри раскрыть сплэшем. Именно поэтому вход в эти лутовые должны быть разделены стенкой. Так и кровати с локерами будет удобно поставить, и защита изнутри от ракет какая-никакая. Да и просто смотрится куда лаконичнее. Смотрите, потолки, как вы знаете, в улучшении самый дешевый вариант. Именно поэтому вот здесь вот я рекомендую все потолки делать из МВК. Конечно, если у вас мало МВК, то это немножко не целесообразно делать, но если к этому моменту у вас его скопилось хотя бы 150, то желательно улучшить. И потолки второго этажа тоже потом не забудьте. Ну и когда здесь мы все закончили, давайте я вам немножко покажу обустройство третьего этажа, потому что там все не так просто. Фреймы посередине как бы да, дефолтыч, а вот с ящиками здесь немножко да. Сверху просто ставим 3 ящика в ряд, ничего сложного. А вот снизу мы прижимаем этот ящик к этой стене, далее устанавливаем маленький ящик к нему, после чего вровень к этому ящику устанавливаем большой ящик, и потом также вровень устанавливаем третий большой чест. Если вы все сделали правильно, турель встает без проблем. Здесь важно турель пихнуть именно подальше, потому что если она будет близко к краю гаражки, то она будет дамажиться ракетами через нее, а этого нам совсем не надо. Ну и как вы поняли, с остальными лутовыми все аналогично. Далее мы здесь устанавливаем локер, напротив устанавливаем кровать, между ними 2 ящика, электрическая печка, а также еще один локер и все то же самое. И когда вы все это сделаете, последнее, что нам останется, это поставить
поставить третий верстак. Перед тем, как ставить сюда третий верстак, обязательно улучшите этот фрейм в металл. Это нужно для того, чтобы верстак стал как бы левее, потому что в ином случае мы не сможем дотянуться до аккумулятора. Как видите, у меня все получилось, значит я все сделал правильно. Теперь переходим к 4-му этажу. Здесь уже делаем самый классический выход на этаж выше, то есть добавляем потолок и посередине, и над ним. Над ним, кстати, будет лутовая, если вы на коптере прилетели, сюда можно будет скидываться. Если хотите, здесь лучше, конечно, ставить гаражку, потому что будет тогда более дорогой рейд по дверям. Но гаражки имеют такое неприятное свойство быть постоянно открытыми, поэтому без гантрапов я бы вам не рекомендовал ставить везде их. После того, как вы везде поставили треугольники, мы устанавливаем дверные проемы так, чтобы при открытии двери она открывалась на эту щель. Ну и когда все двери у вас стоят, мы просто по окантовке всего дома устанавливаем оконные проемы. Однако, обратите внимание, что на бусте у меня немного измененный отстрел. Поэтому если вы потом вдруг решите подписаться все же на бусте, то вы просто не сможете построить этот отстрел, который я там предлагаю. А так и этот отстрел, в принципе, ничего такой, простенький. Дефолтный, я бы сказал. Я все в этом доме сделал максимально классическим, чтобы снаружи нельзя было понять, что это я построил. Я даже хотел поначалу что-то от себя добавить именно в эту вариацию дома, которую я вам сейчас строю, но потом подумал, что даже по этим каким-то малозначимым фишкам меня просто будут узнавать. Этот этаж, по сути, такой разгрузочный. Здесь у нас и стол починки, и стол изучения. Шкафчики я тоже решил сюда добавить, чтобы мало ли там быстро на крышу надо будет выйти. Мне порой в выживании не хватает таких этажей, где можно все вот это разместить. Крышу застраиваем дефолтно, просто везде ставим потолки. По возможности потом все это пропать лучше в металл, конечно же. Ну и когда все потолки у вас будут установлены, по окантовке изначальной нашей 2 на 2 с буфериками устанавливаем треугольные крыши. Если у вас между ними появляется такая щелочка, значит вы все сделали правильно. Последнее, что вам здесь осталось, это установить ветряк. Аккумулятору вы знаете, где у вас стоит. Также не забудьте около печек поставить гантрапы. Лучше штучки 2-3. Ну и раз как бы да, такая игра, что... Ну короче, вот в этот отстрел можно протолкнуться. Чтобы этого не смогли сделать, сюда нужно будет ставить сиренку. Но у меня есть способ без сирены. Вы знаете, где он. Еще к этому дому можно пристроить такую территорию. Если что, как ее строить, я показывал в этом видео. Если интересно, обязательно посмотри. Спасибо за просмотр.